Драма начинается с Им Джу Кён, которая выросла, привыкнув к жестким шуткам своей семьи и сравнениям с братьями и сестрами, которые, казалось, родились с включенным фильтром красоты. В школе было еще хуже. Она была легкой мишенью, особенно из-за своей угревой сыпи. А когда Пак и Сэя Ми, самая идеальная девушка в классе, решила развлечься за ее счет, издевательства усилились. Вместе со своими друзьями она манипулировала мальчиком, чтобы он отверг Джу Кён перед камерой, и даже привлекла к этой шутке Джу Хэ Мин, еще одного неуверенного в себе ученика. Видео распространилось, смех тоже, и Джу Кён достигла дна. Она поднялась на крышу с мрачными мыслями. Плакат с изображением Чон Си Юну, идола, покончившего с собой, вернул ее к реальности, и в этот момент появился Ли Сухо, мальчик, который двумя фразами и своей широкой спиной оттащил ее от края. Он поднял ее, вынес из здания и вызвал ей такси. Она не разглядела его лицо, потому что потеряла очки, но поняла, что дело не в этом. Как будто проблем было мало, когда она вернулась домой, она узнала, что ее отец, Им Дже Пиль, был обманут своим партнером, и теперь у него долг в 500 миллионов, вон и прощай квартира. Ее мама, Хон Хён Сук, которая содержала семью своим маленьким салоном, взорвалась, и не без оснований. Тем временем, параллельно, мы знакомимся с Ли Сухо, сыном крупной фигуры в мире развлечений, с огромным домом и холодностью на уровне холодильника. У него есть все, кроме компании. Устав быть посмешищем в классе, Джу Кён с головой погрузилась в YouTube и уроки по макияжу. Она накопила деньги, купила базовые вещи, практиковалась, как к вступительным экзаменам, и сменила очки на контактные линзы. Время помогло. Семья вернулась в старый дом, и она перевелась в другую школу. Первый день в Сейбом был как выход на красную ковровую дорожку. Все смотрели на новую девочку с выражением лица, что это за перемена. Она сразу поладила с Чхве Су, а и познакомилась с Кан Су Джин, другой популярной девочкой. Они пригласили ее погулять, покушать, поиграть и сделать селфи. Впервые Джу Кён почувствовала, что может быть частью компании. Вечером, уже непричесанная и растрепанная, она зашла в свой любимый магазин комиксов и снова встретила Сухо. Они буквально поборолись за одну и ту же мангу, и она снова упала на него. Судьба — это ты. Страх, что он узнает ее без макияжа. Она ускользнула, отдала ему книгу и убежала. На следующий день, накрасившись, она встретила его в школе и вздохнула с облегчением. Никто не упомянул об этом инциденте. Позже, в торговом центре, Джу Кён столкнулась с группой Сэми, и у нее сработала посттравматическая стрессовая реакция. Она бросилась бежать, и в погоне за ней мотоциклист резко затормозил, чтобы не сбить ее, упал, поднялся и продолжил бежать, потому что его преследовали. В суматохе она, не заметив, забрала его шлем. Этот мотоциклист оказался Хан Саджуном, бывшим лучшим другом Сухо и нынешним популярным плохим парнем, на которого все обращают внимание. Ах да, по телевизору сообщили еще одну новость. Отец Сухо, Ли Джухун, возвращался в страну. Сухо увидел его в дадзё, они обменялись дружескими ударами и настоящей обидой. У них есть история. Он изменил матери Сухо, когда она была больна, и это не так легко забыть. По дороге на занятия Джу Кён начала получать комплименты в автобусе, пока какой-то извращенец не сфотографировал ей под юбку. Девушка это заметила, погналась за ним, сбила его с ног своим рюкзаком, и полиция его увезла. Напряженный день. В школе возвращение Саджуна вызвало землетрясение. В довершение ко всему, Джу Кён узнала, что он и Сухо поссорились из-за чего-то серьезного, связанного с Йон Сэйон. Джу Кён хотела поблагодарить Сухо за то, что он спас ее в ту ночь, и попросила его встретиться на крыше. Она принесла ему мангу, о которой он просил, когда впервые встретил ее, без цензуры. Он, холодный, вел себя так, как будто не соединял факты. Она вытащила из сумки благодарственное письмо, которое ему позже пришлось забрать самым неубедительным оправданием в мире, их женскими прокладками. Позже он позвонил, чтобы попросить мангу. Они договорились встретиться, он пришел с напитком, и к облегчению Джу Кён она узнала, что владелец магазина дал ему ее номер не потому, что узнал ее. Однажды, когда они праздновали годовщину Су, а и ее парни прямо в классе, кто-то запустил шуточный торт, который приземлился на лицо Джу Кён. Паника. Если они увидят ее без макияжа, прощай секрет. Когда она была готова рухнуть, появился Сухо, накрыл ее своим пиджаком и проводил в туалет. Она подправила макияж на турбоскорости и вышла безупречной. Ее друзья остались в недоумении, с каких пор Сухо стал таким милым. Игра закончилась быстро. В магазине комиксов Сухо снял с нее резинку для волос и очки, чтобы подтвердить свои подозрения, что девушка из манги, одноклассница и девушка на крыше были одним и тем же человеком. В этот момент вошла мама Джу Кён и громко позвала ее. Двойное подтверждение. Униженная, Джу Кён убежала. На следующий день она преклонила колени перед ним, да. Драматично попросила его сохранить ее секрет. В обмен она будет готовить для него, одалживать ему мангу, все, что он захочет. Негласное соглашение. Молчание в обмен на обеды. Пропавший шлем вернулся. Хан Саджун заявил о своих правах на него, и Джу Кён обнаружила, что ее брат продал его, потому что считал его бесполезным. Она написала Саджуну письмо с извинениями, а ее друзья, очевидно, посчитали его любовным письмом. Увидев, как она извиняется перед крутым парнем, Кан Су Джин подумала, что они запугивают ее, и пошла, чтобы поговорить с ним и его компанией. Не с моей подругой. Она сразу заслужила уважение. В интернете Джу Кён открыла аккаунт, и ее новое лицо стало популярным.
В дождливую ночь она побежала, чтобы отдать Сухо мангу, о которой он просил, поскользнулась, поцарапалась и промокла до нитки. Он одолжил ей свою куртку и перевязал рану. Сиа Чжун наблюдал за этой сценой издалека и стиснул зубы. На следующее утро в столовой два бывших друга обменялись взглядами, словами и ударами. Все закончилось дракой, наказанием и просьбой директора не устраивать скандала, потому что Сухо будет представлять школу на Олимпиаде по математике. Во время наказания Сухо попытался поговорить с Аджуном о ночи, когда умерла Йон Сэй-Йон, но тот не хотел слушать. Позже, в книжном магазине, Сухо вспомнил девушку, которая утешала его, когда он был маленьким, не зная, что это была Джу Кён. Когда она пришла и увидела его грустным, она поблагодарила его за то, что он сохранил ее секрет. Он, скорее искренне, чем льстиво, сказал ей: «Ты и без макияжа не уродлива». Эта фраза запомнилась ей. В то же время Сухо сказал, что один парень хочет встречаться с Джу Кён. Сухо услышал это, последовал за ними в кинотеатр, и когда подумал, что они собираются поцеловаться, ворвался как герой, только чтобы обнаружить, что перепутал пару. Тем временем Саджун нес цветы своей матери в больницу. Он отсутствовал, потому что ухаживал за ней. Джу Кён, которая считала его проблемой, узнала, что он оплатил счета за больницу после смерти отца. На доске сдвинулся кусочек. Вскоре треугольник загорелся. Учебная группа, караоке, слухи, мотоцикл Саджуна у входа и несколько головорезов, преследовавших его. Джу Кён оказалась между ними, они побежали, и Сухо пришлось наносить удары, чтобы вытащить ее из этой передряги, пока не приехала полиция. В тот же день у ее двери два бывших друга встретились лицом к лицу. Старшая сестра Джу Кён, Им Хи Кён, пришла домой пьяная, увидела их и объявила, что она попала в рай, увидев двух красавцев в своей гостиной. Смеясь, Саджун признался Сухо, что ему нравится Джу Кён. На следующее утро разлетелся слух, что Джу Кён и Саджун встречаются. Он, чтобы подлить масло в огонь, вручил ей ключи от своего мотоцикла на глазах у всех. «Я сделаю все, что ты попросишь». Сухо отвел ее в сторону, чтобы поговорить по-серьезному. Чуть позже последовал еще один удар. Саджун объявил, что припарковал мотоцикл перед ее домом. Все это утомило Джу Кён, но помогло ей заметить, как над внешностью Хан Го Вун, сестры Саджуна, издеваются. Она увидела в девушке себя и встала на ее защиту. В автобусе появились Сэми и ее компания, и Суджин в режиме телохранителя вытащила ее и сказала, что она должна быть более жесткой. В тот вечер Джу Кён нарядилась и встретилась с Сухо. Они играли в баскетбол. Смеялись и сблизились. На следующий день, воодушевленная советом Суджин, она отомстила хулиганам Го Вун, обливая их ведром грязной воды. Затем она утешила ее. «Я понимаю тебя лучше, чем кто-либо другой». На автобусной остановке Сухо бросил еще одну тихую бомбу. «Ты мне нравишься больше без такого количества макияжа». Стремительно закружившись, она зашла на форум, чтобы спросить совета. Стоит ли пригласить его в кино? Единодушное решение. Да. Он согласился, но план изменился. Наступил день школьного фестиваля. Джу Кён преобразила Го Вун с помощью макияжа, и девушка с чудесным голосом покорила сцену. Затем Джу Кён обнаружила, что она сестра Саджуна. Среди аплодисментов наступило большое разочарование. Сухо отменил съемки фильма, и когда она спросила его об этом, он ответил, что был добр к ней из жалости. Он заставил ее плакать. За этими словами скрывалась яд. Сачун обвинил его в смерти Се Юну, и, полный чувства вины, Сухо решил отойти в сторону ради блага всех. Чтобы усугубить ситуацию, группа сыграла песню, сочиненную Се Юном. Мир Сухо рухнул. Чжу Кён попыталась обнять его. Он оттолкнул ее. Вернувшись домой, ее брат вытащил из стиральной машины куртку, которую она узнала. Ту, которую носил мальчик, спасший ее на крыше. Эта куртка принадлежала Сухо. Она сложила 2 + 2, побежала к зданию, где все началось, и нашла его плачущим, разбитым. Она обняла его без макияжа, не скрывая ничего, и сказала, что уже все знает. Жизнь продолжала мчаться вперед. Встреча родителей, мама Джу Кён просила у отца Сухо автограф, Саджун злился на агентство за то, что оно не защитило Се Юну. Дома Джу Кён отругали за ее оценки. Мама пригрозила выбросить ее косметику. Она договорилась о другом наказании. Тем временем Го Вун пригласил Джу Кён, чтобы поблагодарить ее и научиться секрету макияжа. Во время урока Саджун вышел из ванной в халате, с мокрыми волосами, без тени стыда, пока не увидел ее. Он хотел провалиться сквозь землю, но все же проводил ее до дома и поблагодарил за помощь сестре. Мама Джу Кён, очарованная Сухо, зная только половину истории, пригласила его на ужин в другой день. Когда они наконец встретились, сцена была чистой комедией, семья допрашивала его в гостиной, а он и Джу Кён притворялись, что они не так близки. Затем наступил день спа с сестрой и столкновение Се и Ми в магазине, когда Джу Кён была без макияжа. Появился Сухо, защитил ее, чтобы Сиа Джун, который тоже был рядом, не увидел ее, и солгал, чтобы остаться рядом с ней еще немного. Полная неразбериха. Разве они не должны были держаться подальше друг от друга? Тем временем, где-то еще учитель Хан Чжуну зашел в салон мамы, чтобы сделать брови, и столкнулся с Хи Кён. Он сбежал в замешательстве, а она побежала за ним. Она спасла его от машины и поцеловала. Романтический поворот сюжета развязан.
Вернемся к основной линии. Несколько головорезов похитили Джу Кён, чтобы спровоцировать Сачуна. Он, не колеблясь, пошел искать Сухо, и вместе они провели спасательную операцию в караоке с классическими кулаками и пинками. На следующий день всех вызвали в кабинет директора за ночную драку, но двух образцовых учеников, Сухо и Суджин, не заподозрили. Легкое наказание, приближающиеся экзамены и передышка на бейсбольном стадионе. Известный игрок заметил Джу Кён и попросил ее номер. Сухо увидел это, позеленел и ушел. Да, мальчик ревнует. Пришли оценки, Джу Кён — средние. Девушка призналась Сухо в любви. Он отверг ее, сказав, что любит другую. Джу Кён перешла в режим детектива. В тот же день ее мама, увидев оценки, выбросила ее косметику до дальнейшего уведомления. Она заплакала. Сухо нашел ее, рыщущую в мусоре, извинился за то, что был холоден, и подарил ей красивую расческу. Бомба. Тем временем Суджин, под давлением семьи, требующей от нее совершенства, заплакала перед Сухо. Издалека Джу Кён увидел их и предположил худшее. Ему нравится Суджин. Она избегала Сухо, поменяла место и пыталась убедить себя отпустить его. Спойлер. Это не так просто. Взрослые продолжали заниматься своими делами. Хи Кён и учитель провели свою первую ночь, достойную кинофильма. В школе Саджун попросил Джу Кён помочь ему выбрать подарок для сестры. И лифт застрял с ними двумя и Сухо внутри. Треугольник заперт. После этого бейсболист предложил Джу Кён подвести ее. Она отказалась, но мальчики узнали по телевизору, что они пошли на игру, и в итоге праздновали игру как два старых друга, хотя позже они поговорили и вспомнили, что у их спора было полное имя. Си Юн. Настал день поездки в горы. Пошли слухи, что Джу Кён — девушка Саджуна, потому что они носили одинаковые футболки. Командные игры, которые ревнивый Сухо наблюдал сбоку. А ночью охранник рассказывал легенду о колодце женщины, которая крала лица. Во время мероприятия Хи Кён готовила альбом-трибют для Си Юну. Вернувшись в лес, Джу Кён и Сухо сели в лодку. Насекомое заставило принца поскользнуться, он упал в воду, а ее макияж испортился. В панике, боясь, что ее увидят, она побежала прямо к заколдованному колодцу, где друзья Саджуна приняли ее за духа и убежали. Увидев ее висящей, Саджун потерял сознание. В результате Джу Кён простудилась, Саджун дал ей лекарство, и когда подошел Сухо, Саджун положил ее голову себе на плечо, чтобы обозначить свою территорию. На шоу талантов Саджун спел для нее балладу, а Джу Кён злилась, видя Сухо рядом с Суджин. Друг придумал план, чтобы Джу Кён и Сухо остались наедине. Суджин пришла первой и перехватила инициативу. Джу Кён разрыдалась и высказала все Саджуну. Сухо услышал обрывки разговора и неправильно их понял. Через несколько минут он помог Джу Кён спрятаться, когда ее почти увидели без макияжа. Она спросила его: «Почему ты сбиваешь меня с толку? Ты любишь Суджин?» «Нет», — ответил он. «Мне нравишься ты». И он поцеловал ее. Он подарил ей ожерелье, и они попрощались. В эйфории Джу Кён забыла, что она без макияжа, и наткнулась на Суджин. Она рассказала ей всю правду и попросила сохранить секрет. Суджин пообещала. После лагеря Джу Кён и Сухо начали тайно встречаться. Свидание в уединенном кафе, он прятался под столом, когда появлялись знакомые. Некоторые видели его ботинки, но не узнавали его. Дома отец Джу Кён ушел на поиски мошенника, который обременял его долгами, и оставил письмо. Она, со своей стороны, подсчитала цифры. Изучение косметологии было дорогостоящим. Она решила устроиться на подработку. В школе Суджин увидела ожерелье и начала подозревать. В поисках заработка Джу Кён наткнулась на фотосессию. Ее срочно наняли в качестве модели вместе с Саджуном. Ей хорошо заплатили, они поужинали, и он узнал прямо от нее, что она встречается с Сухо, но попросил его не разглашать эту информацию. Ему больно, но он терпит. В тот же день состоялся ужин между семьями Сухо и Суджин. Он не в настроении, она полна надежды. На выходе Сухо столкнулся с отцом Джу Кён, потерявшимся после очередной мини-поездки. Он приютил его, и между анекдотами они вспомнили более светлые времена детства. Еще одно свидание, еще один грузовик, обливший их водой. Суджин увидела их, подтвердила свои подозрения, и, в довершение всего, Сухо привел Джу Кён в свою квартиру, забыв, что там был ее отец. Мужчина подумал, что его сын привел свою девушку, пока не увидел, что это его дочь. Дома его отругали, но заключили соглашение. Не слова твоей матери. Бедный папа. Они все равно узнали и отругали его за доверчивость. В школе Джу Кён хотела признаться Суджин, что она была с Сухо, но Суджин первая сказала, что всегда любила его. Джу Кён осталась безмолвной и сбитой с толку, сказала Сухо, что, может быть, ему лучше быть с кем-то на его уровне, например, с Суджин. Убежденный, что отказ был связан с его отцом, Сухо пошел поговорить с ним. Он принес дорогой алкоголь. Мужчина пригласил его войти. В тот вечер Джу Кён и Сухо работали вместе в кафе, она рассказала ему о дилемме своего друга, не называя имен, а он посоветовал ей выбрать дружбу, потому что любовь не вечна. После этого в доме Джу Кён состоялся ужин, и оба парня помогали на кухне, как будто это было соревнование.
Сухо зашел в ее комнату, чтобы сказать, что еда готова, увидел ее детскую фотографию и понял, что она была той маленькой девочкой, которая утешала его, когда он был маленьким. Не прошло много времени, как разразилась очередная бомба. Агентство опубликовало фотографии с фотосессией Джу Кён с Саджуном. Их друзья пошутили, что Сухо ревнует, и попросили ее не сближаться с Саджуном. Она с хирургической точностью спросила его о Суджин. Наступило неловкое молчание. Со своей стороны Суджин пошла принести Сухо подарок. Он отказался от него, чтобы избежать недоразумений, и попросил ее уйти. Это было больно. На следующий день Сухо пошел на работу к Джу Кён. Он застал ее за барной стойкой, где она работала по очереди с Саджуном. Обстановка стала напряженной. На улице он попросил ее перестать с ним видеться. Она сказала, что ей нужна эта работа, и ушла, возможно, это последний раз, когда мы видимся. Он ушел в гневе. В то же время сестра Джу Кён, которая работала в агентстве отца Сухо, обнаружила, что они одобрили выпуск неизданной песни Се Юну, чтобы получить прибыль. Она осталась при своем мнении, раскрыла, что история издевательств над Се Юном была использована для прикрытия одного из скандалов отца Сухо, и с достоинством уволилась. Сухо услышал об этом, понял, что это правда, и почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Он вышел на улицу и не посмотрел по сторонам, переходя дорогу. Саджун крикнул ему, чтобы он остановился, и обоих сбила машина. В больнице Саджун был с переломом ноги, а Сухо — с травмой руки. Появился отец. Сухо отверг его. Вскоре после этого мужчина, потрясенный, нашел дома тетради с текстами песен Се Юны и понял, как сильно он ранил своего сына. Саджун также снял защиту и извинился перед Сухо за то, что обвинял его. Несмотря на это, Сухо не мог простить себя за то, что не ответил на звонок Се Юны в ту ночь. В больнице произошла забавная ситуация. Джу Кён в панике пришла без макияжа, увидела, что Сухо жив, и убежала, чтобы вернуться. Когда она вернулась, пришли друзья, и ей пришлось спрятаться под одеялом Сухо, чтобы никто их не обнаружил. Снаружи брат Джу Кён попытался пригласить Го Вун на свидание. Он получил еще один отказ. Через несколько дней Джу Кён пошла навестить Суджин. Она сказала ей, что встречается с Сухо, но хочет сохранить дружбу. Суджин сказала, что понимает. В то же время в Саебом записалась знакомая личность. Джу Хамин, та самая, которая в прошлом помогала Саеме унижать Джу Кён. Суджин увидела, как она тайно фотографирует новую Джу Кён, и заставила ее удалить все снимки. Когда раны зажили, Сухо выписали из больницы, и он пошел искать Джу Кён. Он рассказал ей о своей маме, о трудностях с отцом и поцеловал ее. Суджин увидела их. Отец Сухо уволился из агентства. Половина индустрии ненавидела его за то, что он ушел. Он, с рюкзаком, полным чувства вины, пытался что-то исправить. Сухо и Саджун вместе пошли на могилу Се Юну. По дороге они столкнулись с хулиганами, побежали, поскользнулись и упали в навоз. Нервный смех, напряжение спало. Спокойствие длилось недолго. Сухо записал Джу Кён на межшкольный конкурс красоты. Она победила с большим отрывом. Уязвленная в своем самолюбии, Сэми подошла к своей сопернице, не узнав в ней свою бывшую жертву. Позже она вернулась к своим старым привычкам и стала преследовать Хамин. Джу Кён и Суджин вмешались, но уже назревало другое предательство. Суджин, разбитая ревностью и давлением дома, начала передавать старые фотографии Джу Кён Сэми в обмен на фотографии Саджуна. Тем временем школа попросила Джу Кён появиться на рекламных баннерах. Она согласилась, поддержанная друзьями. В понедельник разразился скандал. Фотографии и видео из прошлого Джу Кён заполонили коридоры. Некоторые смотрели на нее с насмешкой, другие с разочарованием, многие с болезненным любопытством. Она убежала. Сухо остался, чтобы очистить стены от плакатов голыми руками. Учитель Чжун спросил Суджин, не она ли слила эти материалы. Она призналась в этом в ярости и сказала ему убираться подальше, потому что он в этом хорош. В тот день мама Джу Кён увидела видео в кабинете директора и разрыдалась. Она пришла домой, обняла дочь и извинилась за то, что раньше не замечала, через что она проходит. Она отвезла ее к дерматологу. Они даже рассматривали возможность операции, но идеальным результатом было бы ее лицо с макияжем. Они решили не делать этого. Прошли дни. Сухо попросил ее встретиться в магазине комиксов, поддержал ее и сказал: «Вернись, когда будешь готова, мир не определяет твою ценность». Сам он, вдохновленный ею, позвонил отцу и договорился встретиться, когда тот вернется из-за границы. На следующее утро Джу Кён приняла решение. Она пошла в школу без макияжа. Она терпела пристальные взгляды, слышала комментарии и стояла на своем в туалете перед несколькими девочками, которые ее критиковали. «Живи своей жизнью». И да, я девушка Ли Сухо. Сухо появился и поцеловал ее на глазах у всех. Секрет раскрыт. Брат Джу Кён продолжал пытаться с Говоном. Она не сдалась, но, по крайней мере, он получил четкий ответ и даже помог Саджуну разобраться в своих чувствах. Джу Кён и Су Хо помирились. У школьных ворот Сэми и ее компания снова напали на Хамин. На этот раз Джу Кён осталась твердой. Были толчки, почти удары, и старшеклассник прервал ссору. «Если ты свяжешься с моими одноклассниками, тебе будет плохо».
Увидев, что у ее дочери есть четкая мечта, мама Джу Кён решила поддержать ее. Она оплатила курсы косметологии. Джу Кён была так занята, что не ответила на несколько звонков Сухо. На музыкальном мероприятии Саджун спел песню «Се Юну». Сухо сказал ему, что он должен вернуться в эту индустрию. Саджун признался, что хочет поговорить о другом. Он планировал признаться Чжу Кён, чтобы наконец-то двигаться дальше. На семейном фронте родители Чжу Кён столкнулись на улице с мошенником, который их разорил. Они погнали за ним и с помощью дочери поймали его и отвели в полицию. Они не вернули деньги, но мама решила отпустить обиду с одним условием. Не показывайся им на глаза, Дже Пиль. Учитель Чжун У, со своей стороны, проснулся в доме М после пьянки. Он был в замешательстве, пока семья с юмором не устроила ему официальный прием как парню Хи Кён. Но и в этот раз спокойствие длилось недолго. В школе выяснилось, что за утечку информации была ответственна Су Чжин. Ее одноклассники отвернулись от нее. Она перестала ходить в школу. Решившись разобраться в своих чувствах, Саджун встретился с Джу Кён и сказал ей, что ему нравится девушка, у которой есть парень. Она не поняла, что он говорит о ней. Жизнь сжала с другой стороны. У отца Сухо случился медицинский случай за границей. Сухо немедленно вылетел. В аэропорту Джу Кён и Саджун проводили его. Сухо попросил своего бывшего друга позаботиться о ней. И время, которое всегда бежит, побежало быстрее. Прошел месяц, потом еще один, а день предполагаемого возвращения так и не наступил. Сухо прислал СМС с просьбой расстаться. Он не знал, когда вернется, и не хотел заставлять ее ждать. Джу Кён с разбитой улыбкой пошла на выпускной. Несмотря на это, она продолжала ходить в магазин комиксов. Она нашла на стене записку из своего детства и поняла, что ее маленьким другом тогда был Сухо. Она отправила ему последнее сообщение. «Я приближаюсь к своей мечте. Надеюсь, ты счастлив там». Через год Джу Кён поступила в университет и начала стажировку у ведущего визажиста. Она встретилась с друзьями в баре. Саджун часто появлялся, заботился о ней, как и обещал, и хотя он все еще не осмеливался пригласить ее на что-то серьезное, его музыкальная карьера снова набрала обороты. Однажды вечером он проводил ее до дома. Мама, которая его любила, предложила ему остаться на ночь. Утром ее родители дали свое благословение. Он заслуживает доверия. Получив поддержку, Саджун пригласил ее на официальное свидание. Он хотел, по крайней мере, попробовать. Джу Кён колебалась. Сердце не забывает по приказу. Снег принес ответ и Сухо. Он вернулся без предупреждения, нашел ее, сказал, что его отец поправляется и что он знал, что найдет ее здесь. «Я скучал по тебе», — сказал он. Она, вооружившись уязвленным гордостью, ответила, что совсем не скучала по нему, и ушла. Через несколько минут у нее заболел живот. Он отвез ее в больницу. Она ускользнула, чтобы не видеть его. Она сказала Саджуну, что Сухо вернулся. Когда два друга наконец поговорили, Саджун солгал из чистого страха. Он сказал, что он и Джу Кён были парой. Сухо не совсем поверил в это. Но это задело его. Искренняя Джу Кён встретилась с Саджуном, чтобы вежливо отказать ему. Он опередил ее. «Я знаю, что ты не испытываешь того же. Мне нужно было разобраться в себе. И все». Он сказал добрую ложь. Сухо уезжает сегодня вечером. Если хочешь попрощаться, беги. И она побежала, только чтобы понять, что она хотела не прощаться, а остаться. Они нашли друг друга, прояснили ситуацию, и Сухо сказал то, что не говорил раньше. «Я буду с тобой». Примирение, поцелуй, и каждый пошел своей дорогой. Саджун решил сосредоточиться на 100% на своей музыке, потому что именно там он был счастлив без оговорок. Годы сделали свое дело. Однажды на съемочной площадке знаменитость плохо обошлась с Джу Кён. Су Джин, после 3 лет волонтерской работы, появилась и все уладила. Затем она попросила поговорить с Джу Кён. Она не продолжила карьеру, уехала помогать и вернулась, чтобы извиниться. Чжу Кён согласилась. Книга закрыта. Ее карьера стилиста взлетела. Она работала с артистами из компании, где ее сестра теперь занимала высокую должность. А если говорить о Хи Кён, то она выходила замуж за учителя Чуна У, и, очевидно, главным визажистом был, вы знаете кто. Половина Саебом присутствовала на свадьбе. Это была вечеринка в стиле кино. Джу Кён не пропустила ключевые дни. На концерте Саджуна, за кулисами, она слушала новый альбом, посвященный Саюну. Для них это больше не была боль без выхода. Это были воспоминания, которые сладко болели. И как хороший круг, замыкающийся, Сухо и Джу Кён закончили вечер в своем обычном магазине комиксов. Владелец по привычке прервал поцелуй, извинился и оставил их одних. Она потянулась за мангой на верхней полке. Он подошел, снял ее, и в этом минимальном жесте история повторилась. Двое людей, которые когда-то были детьми, девушка, которая научилась любить себя с макияжем и без него, и поцелуй, который теперь больше не имеет ничего, что нужно скрывать. Конец драмы.